Дорогие друзья, в этом видео я хочу показать блок аккумулятора, который я собрал. Я часто езжу на природу, на рыбалку, и, скажем так, постоянно есть потребность в блоке питания, точнее в аккумуляторном блоке. Потому что раньше когда-то это были фонарики на батарейках, потом фонарики на аккумуляторах. Вот. Они постоянно куда-то там деваются, батарейки, аккумуляторы постоянно садятся. Вот. И я пришел к тому выводу, что нужно сделать какой-то аккумуляторный блок, с помощью которого можно уже, как говорится, освещать и палаточный лагерь, и, соответственно, место лова рыбы. У меня есть для кораблика вот такие аккумуляторы от кораблика, 2 штуки. Вот. Но, скажем так, использовать их для туристических целей, скажем так, вот, или для рыбалки как бы не хочется, потому что они предназначены именно вот для кораблика. Я их использую только для кораблика. Ну, иногда вот подключаю паяльник, если мне нужно где-то использовать это без розетки. Вот. Ну и решил сделать, во-первых, тут всего лишь 15 ампер аккумулятор. Я решил сделать побольше, чтобы, как говорится, уже было с запасом. Вот такой вот блок в пластиковом АБС корпусе с дисплеем. Дисплей показывает вольтаж, процент заряда аккумуляторной батареи. Вот. И встроен здесь еще есть термометр, то есть там идет термопара, которая показывает температуру внутри аккумуляторного блока. Он, кстати, программируется. Можно ставить его на разные виды аккумуляторов, на свинцовые, на литиевые, на никель-металл-гидридные. То есть тут он программируется. В данном случае он запрограммирован на аккумуляторе литий-ионные сборки 3S, то есть на 12 вольт. Также он запрограммирован, через 120 секунд он отключится. С обратной стороны выходы XT60. Вот. Здесь я использовал врезной монтаж. Гнездо для зарядки аккумулятора. И выключатель двухтумблерный. То есть включает один и включает второй выход. То есть при необходимости можно выключить либо один, либо второй, либо оба. Коробка добротная, пластиковая, АБС пластик, вот, с уплотнением. То есть влагозащищенная. Ну, опять-таки, здесь все равно есть места, куда может попасть вода, поэтому коробка хоть и влагозащищенная, но лучше, как говорится, воду не бросать. Что там внутри, как это все делалось, я сейчас покажу. Для чего я его буду разбирать? Для более качественной использования этого аккумуляторного блока я заказал еще отдельно активный балансир, который устанавливается отдельно, помимо платы БМС. Сейчас я разберу его, ну и дальше уже продолжим. Начнем. Дорогие друзья, в большинстве случаев я уже все припаял никелированные полосы. Вот. Сейчас я на всякий случай еще продублирую. Пайку я осуществляю данной платой. На Алиэкспрессе она самая доступная. Если есть у вас обычный автомобильный аккумулятор, то без проблем вы можете подключить и сделать пайку. Рекомендую ставить на тройку. Здесь есть 4 режима, но оптимальный тройка. 3-й режим.
Для того, чтобы у меня поместился аккумулятор в мою коробку, то есть был такой большой блок, я его сделал вот таким вот образом. Он получился вот такого типа. Можно было соединить его с помощью термоусадочной трубки. Вот такой вот. Точно так же она продается на сайте AliExpress. То есть она есть разной ширины. Можно было его засунуть и запаять. Но дело в том, что в этом смысла я не вижу. Так как аккумулятор находится в коробке. То есть им в принципе ничего не угрожает. Ну и чтобы лишний раз не грелась и была вентиляция, я просто соединю тканевой изолентой, чтобы просто зафиксировать вот этот блок. Здесь я сделаю, так как выходят контакты, на всякий случай тоже изоляцию проложу. Вот таким образом. То есть получился вот такой вот блок. Здесь получается, аккумулятор получился 3S10P. 3S, потому что 3 аккумулятора идут последовательно. И 10 аккумуляторов идут параллельно. То есть 5 здесь и еще 5 здесь. Вот. Здесь они соединены между собой вот проводом. Также подключена плата BMS. Battery Management System. Что она делает? Она способствует правильному заряду аккумулятора и, соответственно, разряду аккумулятора. То есть не дает аккумулятору перезаряжаться и не дает аккумулятору разрядиться ниже определенного напряжения. В данной плате есть балансир встроенный с транзисторами, резисторами нагрузочными. Но дело в том, что данный аккумулятор получился на 30 ампер. Каждый аккумулятор 3000 миллиампер. Вот. И для того, чтобы правильно сбалансировать, этой платы балансировочной не хватает. Здесь получается сопротивление дает примерно 50 миллиампер. Это очень мало для того, чтобы сбалансировать такой блок аккумулятора. Поэтому дело в том, что я его уже сделал, он уже был у меня сделанный. Я отдельно заказал еще плату вот такого активного балансира. Единственное, что это плата на 4S, но я ее взял специально на 4S с запасом. Она не сильно отличается по размеру от 3S, но, как говорится, цена была примерно такая же, как и на 3S. Я их несколько штук таких купил. Принцип у нас получается очень прост. Вот. Минусовой провод идет на минус, а дальше по очереди плюс одна банка, вторая и третья. Четвертую я ее опустил, так как она нам не нужна. В чем преимущество этой платы? Эта плата способствует делать балансировку аккумуляторов током до 1200 миллиампер, что улучшает и ускоряет правильный процесс заряда, ну и соответственно разряда этого аккумулятора. Поэтому сейчас мы его припаяем сюда.
Сейчас у нас паяльник выйдет из режима сна у нас на аккумуляторе. Так, паяльник нагрелся. В принципе, можно припаять. Вот мы видим, что плата работает. Теперь мы можем установить ее, аккумулятор, обратно в коробку. Предварительно я сделаю еще изолентой данные контакты, утяну на всякий случай. Так, есть. Упаковывать мы будем его вот в такую коробку. В этой коробке использовались выходы XT60 встроенные, разъем для зарядки, обычный выключатель на 2 тумблера, то есть на одной и второй выход. Здесь используется дисплей, который показывает процент заряда аккумулятора, вольтаж, и при переключении он показывает, есть еще выход термометр, то есть какая температура. Здесь я его вставил в коробку, вырезал отверстие под это все. Клеевым пистолетом проклеил, проложил провод для дисплея и вывел точно так же XT60 разъем для подключения аккумулятора. Давайте соберем его. Так, ну, упаковал с полиэтиленовыми прослойками, чтобы ничего не болталось, чтобы было мягенько все. Сейчас соединим разъем. Вот у нас загорелась информация. Сейчас аккумулятор показывает 10,9 вольт, 48% заряда. Ну, это 23 градуса температура. Данный дисплей можно программировать, то есть на разные аккумуляторы. Вот. Также он сейчас запрограммирован на 3S аккумулятор и запрограммирован через 120 секунд отключаться. То есть для того, чтобы пошло питание, включаем либо левый, либо правый выход. Точно так же крышечка с уплотнителем. То есть вот такой вот получился блок аккумулятора. Туда еще ножки будут. Очень удобно. 30 ампер. Если какие-то вопросы, замечания, пишите, пожалуйста, в комментариях. Будем обсуждать. Хочу сказать сразу, данный аккумулятор я делал непрофессионально. Делал я, как я уже говорил, для своих личных потребностей. Вот, то есть это выезд на природу, это на рыбалку. Вот. Ну и в качестве просто источника питания 12-вольтового. Очень удобно.
Помимо этого я еще заказал на Алиэкспрессе вот такой вот дополнительный блок. Через переходник подключается тоже разъем, здесь используется XT60. Через переходник можно подключить к этому аккумулятору. Что он дает? Он дает USB выход 5 вольт, то есть обычный USB. Можно заряжать им 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт. То есть здесь стоит процессор для быстрой зарядки 3.0. То есть полноценный, довольно-таки мощный блок зарядного устройства. Для телефона, для планшета, для чего угодно. Так что в этом большой плюс. Особенно для тех, кто любит путешествовать, ездить на природу, на рыбалку. То есть... Так что, кому нравится, пожалуйста, можно это все сделать. Всем спасибо, всем удачи.